Друзья, всем огромный привет, меня зовут Фил, канал Честный Блог. Про этот смартфон вы очень сильно просили рассказать, в целом все понятно. С учетом того, что это флагман компании BBK, очень сильно похож на OnePlus 10 Pro. Ну и плюс это, конечно же, флагман, про флагман обязательно надо рассказывать. Тем более, что их можно приобретать сейчас на AliExpress по более-менее вменяемым ценам. Фото и видео сравнений, кстати, тоже не очень много на этот смартфон, поэтому я сегодня выложил на своем канале Честный Блог сравнение Oppo Find X5 Pro с Galaxy S22 Ultra на Snapdragon. Посмотрите обязательно, потому что это очень интересное видео, я вот здесь оставляю ссылку, переходите, но после просмотра этого видео. Сегодня, конечно же, я тоже расскажу про фото и видео возможности, тем более, что там есть о чем рассказать. В общем, мощный, быстрый, яркий, с хорошей камерой от компании Hasselblad смартфон. Ну а зачем нам, в принципе, покупать Oppo, если у нас есть Samsung, iPhone, Pixel, Realme, Xiaomi, OnePlus и еще там кто-нибудь? Давайте разбираться в этом вопросе. Меня зовут Фил, канал Честный Блог. Погнали! Стоит, наверное, понимать, для чего нам нужен этот смартфон. И кто из вас, например, может заинтересоваться покупкой. Я даже вот так спрошу, ребята, а кто из вас вообще, в принципе, когда-нибудь пользовался смартфонами от компании Oppo? Флагманами, не флагманами, не суть. Напишите, пожалуйста, кто из вас пользовался, и что это были за смартфоны, и что это был за опыт использования. У меня в жизни было не очень много Oppo, но как только я взял этот в руки, я понял, что это одно из произведений компании BBK. По своей форме очень сильно похоже на OnePlus, по своему быстродействию очень похоже на Realme, по тактильным ощущениям. Все это похоже на вышеобозначенные бренды. Хорошо или плохо? Да не знаю, нормально. Сейчас все на все похоже. Я бы сказал, что у этого смартфона есть интересные моменты. Первое. Внешний вид. Выглядит он иначе по сравнению с другими флагманами. Я имею в виду, конечно же, блок камер, потому что если спереди смотреть, все абсолютно идентично. Но вот сзади, вот эти покатые грани, а еще ведь сзади керамика. И знаете, что интересно? Я обычно говорю, что керамика, что стекло, мне в целом без разницы. Но вот тут я как будто, вы знаете, почувствовал керамику. У меня есть такое ощущение. Вот недавно я рассказывал про Mi 11 Ultra, там тоже была сзади керамика. Каких-то вот ощущений не было. Здесь есть приятное ощущение. И так как у нас белый смартфон, он не особо оставляет следы, точнее следы от пальцев остаются, но они не видны. Если бы у нас был черный вариант, а есть и такой, соответственно, следы были бы видны. Возможно, было бы хорошо, если бы была версия с матовым напылением. Кстати, компания Oppo на презентации рассказывала, что на производство вот этого задника из керамики уходит 168 часов работы. И во время создания происходит 45 различных процессов по обработке этого задника. Прикольно. Естественно, у нас есть в комплекте чехол, очень приятный, мягкий, силиконовый, обязательно надевайте его, потому что если вдруг ваш смартфон упадет, у вас расходится задняя керамика и передний AMOLED-экран дорогущий, ремонт выйдет 30 000, это половина стоимости смартфона. Кстати, сегодня этот смартфон на AliExpress можно приобретать за 57-60 тысяч рублей. Откуда я узнал эту цену? Все очень просто, есть телеграм-канал, пользы нет, это канал моего товарища, Сашка постоянно постит туда различную информацию, каждый день обновления цен, он находит самые вкусные варианты, поэтому если вы хотите приобрести OnePlus, Oppo и прочие Xiaomi, ссылочка внизу, переходите, посмотрите. Но правда, это покупка с AliExpress, это ждать месяц и так далее. Если вы хотите прямо сейчас что-то приобрести, я вам рекомендую моих друзей из Москвы, компания Цифрус, также внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите, у них очень широкий ассортимент товаров, много интересных смартфонов типа Galaxy S22 Ultra, но на Snapdragon, так что у них есть что посмотреть, ссылочка внизу. Тактильный смартфон очень приятный, сборка отличная, так же как на Realme, кнопки громкости находятся с другой стороны, мне это не очень нравится. Сканер отпечатка пальцев находится в экране на нужном месте, работает хорошо, есть разблокировка по лицу. Он достаточно тяжелый, это 218 граммов, и ты это прям ощущаешь, такой тяжеловатый смартфон. Но при этом ты думаешь, да, такая приятная тяжесть, благородные материалы. Понятное дело, Corning Gorilla Glass Victus спереди, у нас также все сверху покрыто пленкой, есть влагозащита, карточку памяти не поддерживает, у меня версия на 8256, есть на 12256, 12512, конечно же, тут самая быстрая память, и снизу, кстати, быстрый USB Type-C версии 3.1. Это хорошо, потому что у Xiaomi и многих других китайцев снизу медленный разъем. Также этим смартфоном можно управлять при помощи жестов. Здесь прямо есть специальный раздел. Есть, по сути, два жеста: ответ на входящий звонок и прокрутка вверх или вниз. Помните, еще в Galaxy S5 была такая штука, Samsung от этого в итоге отказались, но здесь это работает. И экран здесь тоже классный. Во-первых, он с закруглениями, и мне это нравится. Это LTPO второго поколения, экран от компании Samsung, частота 120 Гц, частота отклика 240 Гц, отображает 1 миллиард цветов, HDR10+, но это не самая яркая AMOLED-матрица, потому что можно выставить порядка 500 нит яркости в обычном режиме, в автоматическом порядке 800, и вот под солнечными лучами до 1000 поднимается. В сравнении с конкурентами, например, у них там 1300, 1500, у Samsung 1750. Но, к слову сказать, на улице ты видишь отлично картинку на экране, и еще мне очень нравится отзывчивость. Очень быстро реагирует смартфон на нажатие. Диагональ дисплея 6,7 дюймов, есть повышенное разрешение 3216 на 1440, это
525 точек на дюйм. Я рекомендую, конечно же, включать Full HD+, дабы не было лишнего расхода энергии, потому что, не нужно такое разрешение. Хотя, смотрите сами. Помимо быстрого USB Type-C у нас еще поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth версии 5.2, поддержка высококачественных кодеков. Естественно, у нас нету 3,5 мм джека. Кстати, раньше в Oppo Find X в комплектацию клали наушники. Теперь наушников нету, но у нас есть чехол и быстрая зарядка на 80 Вт. Так как у нас здесь флагманский экран, естественно, у нас есть Always On Display, который работает постоянно. Есть возможность включать режим естественных оттенков. Это типа True Tone, чтобы подстраивался экран под окружение. Я, честно говоря, не очень такую штуку люблю, потому что порой про нее забываешь, начинаешь редактировать фотографии, а так как цвета у тебя изменены, то в итоге у тебя получается совсем не то, что ты видишь. Поэтому эту галочку я не включаю. И еще есть несколько режимов отображения цветов. Это яркие цвета, естественные, а также Pro режим. Также можно менять цветовую температуру экрана и так далее. Настроек много. Также можно повышать и резкость изображения, и улучшать цветопередачу видео. Но многие из этих опций есть на самом деле и у Realme, и у OnePlus, и у Oppo. Так как здесь LTPO-матрица, нам обещают изменение частоты от 1 до 120. На презентациях часто говорят, что смартфон может выдать 1 Гц. Здесь смартфон выдает 1 Гц только тогда, когда мы яркость выкручиваем на максимум. И несмотря на то, что у нас выставлена в настройках высокая частота, я частенько замечаю, что то там у меня не 120 Гц, а 60. И это не тогда, когда я смотрю какое-нибудь там видео на ютубчике, где и не надо 120 Гц. Нет, в интерфейсе, где-то работа клавиатуры, я прям вижу, что он выдает не 120 Гц, и это, честно говоря, мне не очень нравится. Тут я думаю, что нужен вопрос оптимизации. Вообще, когда начинаешь пользоваться этим смартфоном, есть несколько нюансов. Первое, это китайская версия, но русский язык есть. Это хорошо. Google сервисы тоже нормально работают, здесь вопросов никаких нету. При этом, так как здесь установлен ColorOS, это очень сильно похоже, соответственно, на все Realme, частично похоже на OnePlus, и я бы вообще сказал, что не очень хорошо, что у разных смартфонов одинаковая система. Я хотел бы, чтобы у Realme, у OnePlus, у Oppo была своя операционка или хотя бы надстройка своя, чтобы они визуально отличались, чтобы меню отличались, чтобы настройки отличались. Не очень понимаю, зачем нужна эта унификация. По быстродействию здесь все отлично. 980 тысяч баллов Antutu выдает Snapdragon 8 Gen 1. Так как у нас быстрая память, быстрое хранилище, вообще все тут очень-очень быстрое, то к смартфону вопросов никаких нет. Плюс, я вам в самом начале сказал, очень быстрый отклик. Почему я обращаю на это внимание? Вроде бы флагман. На самом деле и да, и нет. Потому что, например, Samsung, при всей моей любви к этому бренду, не дает такой быстрый отклик, какой дает Realme, OnePlus и Oppo. Плюс на Samsung даже на флагманском бывает еще подфризивается анимация, на Snapdragon не поменьше, но все равно бывает. А вот у этих товарищей, Oppo, Realme и так далее, у них нету подфризивания, они просто хорошо работают. Так как здесь флагманский процессор, он, конечно же, нагревается, но нагревается не очень сильно. Причем в Antutu нагрев был в первом прогоне 37,3 градуса, а во втором прогоне 38 градусов. Но на что я обратил внимание, это падение аккумулятора. 6% падения аккумулятора под нагрузкой это достаточно много. Грубо говоря, это выше среднего. Поэтому хорошо, что сюда вставили аккумулятор на 5000 мАч и зарядка на 80 Вт. За 30 минут этот смартфон заряжается практически полностью, 90%, 40 минут целиком. Что касается разряда, то можно рассчитывать на 5 часов работы экрана, но так как здесь у нас в любом случае Snapdragon 8 Gen 1, поэтому расход достаточно ощутимый. 5000 мАч и быстрая зарядка спасают. Но не надо ждать какого-то волшебства в 6, 7, 8 часов работы экрана, нет. Тактильные ощущения, а точнее вибромоторчик, который здесь установлен, мне понравился. Мне кажется, он немножко другой по сравнению с OnePlus, чуть-чуть похуже, примерно такой же, как и в Realme. Интенсивность вибрации менять можно, но от этого она такая, знаете, мясистая и жирнистая. Жирнистее, господи, есть такое слово, нет? Короче, не становится. Так как у нас китайский смартфон, здесь очень много китайского софта, хорошо, что весь он может без проблем удаляться. У некоторых тестировщиков, кстати, этот смартфон набирает более 1 миллиона баллов Antutu. Но в целом, еще раз скажу, очень быстрый телефон. Ну окей, с этим все понятно. Быстрый, хорошо работающий смартфон. Что же у нас по камерам? Тут, друзья, тоже интересная ситуация. Потому что так как этот смартфон из сообщества BBK, соответственно, он похож по камерам, мог бы быть на OnePlus, на Realme, но тут есть несколько важных моментов. Первое. Основная камера и сверхширокоугольная камера — это сенсор IMX766. Оба сенсора на 50 мегапикселей. И что интересно, этот сенсор мы видели как во флагманах, типа Realme там и так далее, так и в смартфонах не флагманах, типа OnePlus Nord 2 и прочих смартфонов за 25 тысяч рублей. И я, конечно же, делал видео, сравнивал разные смартфоны, разные ценовые категории с сенсором 766, дабы мы могли посмотреть, как же он работает на разных платформах. И он работает по-разному. Также у нас есть телеобъектив с увеличением в 2 раза от компании Samsung для того, чтобы делать портретики. Ну и фронтальная камера от компании Sony IMX709 на 32 мегапикселя. Значит, что я могу сказать по возможностям? Во-первых, фронталка по-прежнему не умеет снимать 4К.
как и все остальные китайцы. Когда-нибудь, наверное, это закончится. Я не могу сказать, что это для меня проблема, но на это стоит обращать внимание. По основной камере есть интересный момент. Вот если вы думаете взять, например, OnePlus или вот этот смартфон, то я бы сказал, что OnePlus слабее. Здесь широкоугольная камера настолько хорошо фотографирует, что в сравнении с Samsung она делала фотки лучше, детализирование. Как вы помните, в новом OnePlus 10 Pro стоит слабая сверхширокоугольная камера, дает не сильно детализированные картинки и вообще она хуже даже предшественника. Поэтому в этом вопросе Oppo точно лучше и OnePlus, и Samsung Galaxy S22 Ultra на снэпе, и многих других. Что касается основной камеры, мне тоже понравилась и детализация, и цветопередача. Опять же, я сравнивал с Samsung Galaxy S22 Ultra, вы параллельно видите видеоряд. Oppo действительно показывает себя и днем, и ночью более детализированным и интересным. Особенно, когда делаешь фотографии пейзаж, улица, дома, природа и так далее. Но, конечно же, есть но. И вот когда я начал фотографировать людей при помощи основной камеры и при помощи телевичка, выяснилось, что Samsung делает фотографии людей лучше. И на основную камеру, и тем более на телевичок. На Samsung у нас два телевичка, трехкратное и десятикратное. Я сравнивал с трехкратным увеличением, и везде Oppo проигрывал по детализации, причем проигрывал ощутимо. Что интересно, двухкратному телевичку обычно нужно меньше света, чтобы сделать хорошую фотографию, чем трехкратному. Но при этом в фотографиях в помещении Samsung все равно выигрывал, хотя там света меньше. Поэтому вот в плане портретиков и в плане фотографирования людей, честно говоря, Oppo меня немножко расстроил. Расстроил настолько, что я не могу вам его именно рекомендовать с точки зрения фото, потому что когда вы будете фотографировать своих любимых, детей и так далее, вы будете получать не самые качественные фотографии. Да, если вам некого фотографировать, вообще на эту тему не паритесь, тогда можно про этот момент забыть. Ну а если для вас фотки людей имеют значение, то обратите на него внимание. Фотки, получаются, не очень хорошие, к сожалению. В плане видео у меня вопросов особенно никаких не возникло. Единственное, что в темноте он выдает более темную картинку, чем Samsung. И в тенях, вот вы сейчас видите видео под мостом, прям в тенях очень темновато. Samsung вытягивает, а Oppo оставляет все темным. Но при этом у Oppo очень круто работает HDR. То есть вы сейчас видите видео на фронтальную камеру, динамический диапазон HDR. Посмотрите, как он снимает видео. Samsung полностью засветил небо, что странно, кстати, Samsung обычно не засвечивает, но тут засветил, а Oppo показывает целиком и полностью. Так обычно делает iPhone. И лицо показывает, и задний план показывает. И на iPhone, я бы сказал, еще это порой не очень красиво выглядит, а здесь нормально. То есть в этом вопросе Oppo меня порадовал, а еще меня порадовал в вопросе работы HDR. Потому что все элементы фотографии, которые обычно являются очень светлыми, на Samsung они обрабатывались, но, может быть, оставались светлыми, например, фонари. А Oppo делал так, что ты видишь и фонарь, и лампу внутри. То есть практически на всех фотках, где были яркие объекты, Oppo их обрабатывал лучше, чем Samsung. Поэтому я могу точно сказать, что фотки на Oppo можно делать хорошие. HDR работает хорошо, детализация хорошая, фотографии людей здесь вопросы, съемка видео окей. И естественно, если надо, 4К 60 кадров в секунду можете снимать. В общем, я уже оставлял в начале видео ссылку на вот это сравнение Samsung и Oppo, посмотрите обязательно. И вот если подводить итоги, то что можно сказать? Oppo, во-первых, он по сравнению с OnePlus дороже. 57-60 тысяч сейчас, OnePlus 10 Pro стоит 49 тысяч с копейками. Это первый момент. Второй момент. Oppo дешевле, чем Samsung, чем Pixel 6 Pro. Он будет дешевле, чем iPhone, и будет дороже, чем Realme. То есть он занимает такую некую среднюю категорию. Возможно, он будет находиться примерно там же, где и новый Xiaomi серия 12s. Понравился ли этот мне смартфон? Да, понравился. Мне понравилось, как он работает, мне понравилась его отзывчивость, мне понравилась его работоспособность и ощущения от него. Мог бы я вам его на 100% рекомендовать? Ну, тут вот с оглядкой на те моменты, о которых я вам говорил. Особенно обращаю внимание на фотографирование людей. Если для вас этот момент важный, возможно, Oppo все-таки не для вас. Очень надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если нужно Oppo Find X5 Pro сравнить по фото и видео возможности еще с какими-нибудь смартфонами, может быть с iPhone, а может быть с Pixel, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Как всегда, я внизу оставляю ссылочки на свой телеграм-канал, оставляю ссылочки на Дзен, на все остальное. Переходите, будем с вами общаться и там, и там. На этом все. Большое спасибо за то, что были вместе со мной. Меня зовут Фил, это Честный Влог. Как всегда, максимально честно о гаджетах, которыми пользуюсь. Не болейте, берегите себя и своих близких. Всем счастливы и пока.